Добрый вечер. Добрый. Нет вкуса к жизни — это игры ума. Да. Да. Потому что в отсутствии ума жизнь абсолютно наполнена. И если вы не чувствуете радости в настоящем, это обозначает на ложной центрированности ума, на какой-то вере, которая не впускает в вас радость. Вопрос в том, что очень часто бывает трудно понять, где именно вот это вот зарыто, что не дает радоваться. Вот. И здесь все очень просто. Здесь как раз то, что и говорится. Просто быть как можно дольше и глубже в настоящем. И все вот это вот подсознательное, что как раз и не дает, что мешает почувствовать покой, почувствовать вот эту вот наполненность жизнью, вот как раз оно само освободится. Неудовлетворенность, она возникает от веры в то, что что-то тебе может принести счастье и покой, что-то то, чего у тебя сейчас нет. Когда ты понимаешь, что все, что тебе нужно для счастья и покоя, у тебя уже есть, ты начинаешь видеть удовлетворенность настоящим. Потому что тебе не нужно никуда за этим идти. У тебя вот все, что тебе есть для счастья, у тебя вот ты видишь. Вот снежинка упала, собака пробежала, вот оно. Но как только ты начинаешь думать, что тебе для счастья нужна норковая шуба, это очень большая проблема и причина для неудовлетворенности очень большая. Понимаешь? Да, я поняла. Я наблюдаю, например, все время. Я наблюдаю, за своими мыслями, за собой. Я наблюдаю жизнь, я вижу ее красоту. И мне радостно, я чувствую любовь внутри себя, да. И я наблюдаю себя, допустим, меня позвали куда-то, я наблюдаю то, что я играю какую-то одну роль, потом другую, третью. И я постоянно наблюдаю этот калейдоскоп событий. Но со мной всегда кристально чистое одиночество, и у меня нету вкуса к жизни, не знаю. То есть мне не интересно ничего. В тот момент, когда это интересно, я это чувствую, и это здорово. Я могу радоваться, да, или грустить, но и все. У тебя какая-то разочарованность жизнью. Но у меня не происходило что-то такого ужасного, да, какая-то авария или еще что-то, нет, такого не было. Но ты сама себе не даешь, не впускаешь вот это вот настоящее в свою жизнь. Но я же вижу настоящее, чувствую, я вижу красоту, я могу радоваться. Но это... Не знаю, как сказать. Я не знаю, не приносит удовольствия. Я не знаю, как объяснить. Мне просто хочется все закончить, все. Ты должна понять, что тебе нужно для того, чтобы увидеть это. Спасибо. Это сложно делать, конечно. Я всегда пытаюсь. Я не закончила. Ты должна понять, что тебе ничего не нужно. В тебе нагнетается вот это вот состояние ожидания в тебе порождает неудовлетворенность настоящим. Как только ты перестанешь чего-то ждать, вот здесь ты сможешь открыться настоящему и увидеть в нем радость.
Перестать ждать. Перестать искать. Самой себе сказать. Перестань ждать. Как перестать ждать? Путем осознанных рассуждений понять, что в действительности это не несет в себе счастья, как сам по себе свершившийся факт. Нужно понять, что это всего лишь умственная концепция. Что за этой концепцией, что когда вы придете к этой концепции, во-первых, многих она уже может к тому времени не радовать, ну, потому что уже станет понятным, что все понятно. Начнется следующее желание и так далее, и так далее. То есть там за одним желанием следующее. И ни одно из этих желаний, оно вас никогда не приведет к конечному счастью, к абсолютному счастью. Они не осознаются ожидания. Некоторые ожидания не осознаются. Но некоторые ожидания не осознаются, что ты ожидаешь вот этого состояния, да, радости там или еще чего-то, они не осознаются. Поэтому состояние получается такое, оно не депрессивное, но оно действительно состояние такое слегка апатичное. То есть ничего не радует, ничего не это. Ну да, ты радуешься, но тебя ничего не радует, правильно девушка сказала. Тебе ничего не хочется. Вот ты делаешь, сделаю, красиво. Понимаешь? А сам ты от этого удовлетворения не испытываешь. Ну вот сказали тебе, нарисуй там, я вот тоже творческий человек, или там придумай что-то. Придумал. Ой, как здорово. Здорово. А сам ты удовлетворение от этого я не испытываю сейчас удовлетворения ни от одного процесса. Я раньше танцевала, любила. Все прям восхищались, ой, это как танцуешь, чудесно, там что-то можешь там вытворить. То есть это, знаете, потоковое танцевание, когда ты предоставляешь телу делать то, что тебе хочется. Мне приносило удовольствие с какого-то определенного момента, и фиг с ним. То есть, понимаете, и это ушло. То есть состояние удовольствия и от этого пропало. От любого процесса пропало состояние удовольствия. Вот. Да, я могу наблюдать снежинку, там красиво, замечательно. Но вот радости опять нету. Снежинка. У нас уже время, к сожалению. Вот как это? Это тоже меня это тревожит и мучает. Здесь вопрос центрированности. Дело в том, что именно центрированность на личности, она не позволяет увидеть вот эту вот радость настоящего. Вот. Именно в этом. Вот, все, на сегодня все. Спасибо.